Squaresoft. Ну, здравствуйте, ребята! Ох, ну и игра попалась нам сегодня в баночке джема. Серьезно, это уже моя третья попытка рассказать о ней, и я надеюсь, что она будет лучшей из трех. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, тихо-тихо. Брум, бжик, пам-пам-пам. Считаю уже моветоном в тысячный раз приступать к обзору очередной потерянной жемчужины со слов про музыку, нас связавшую. Тем не менее, я просто не представляю, как еще можно начать рассказ о Life Alive от Squaresoft золотого периода компании. На то время, то есть примерно 2009-2011 годы, я активно заслушивался творчеством разного рода аранжировщиков-любителей, начиная с японских додзинзи музыкантов и заканчивая западными кавер-группами. И все было спокойно до тех пор, пока мне не попался альбом Wise Ritter за авторством Dangerous Mezashi Cat, посвященный более ранним играм Square. Среди них и затесался наш сегодняшний подопытный. Да какой! Серьезно, когда аранжировка начинается так, словно я по ошибке включил что-то из дискографии System of a Down, стартовый кредит доверия к игре образуется сам по себе. Однако ни один фанатский кавер не мог подготовить меня к тому, что я испытал в Life Alive. Но, как водится, начнем мы чуть издалека. История игры начинается в самый пик развития 16-битных консолей и неразрывно связана с именем Такаси Токиты, художника из Square, остававшегося в тени вплоть до начала работы над Final Fantasy IV, когда ему впервые выпал шанс стать геймдизайнером и сценаристом новой части. Разумеется, под патронажем Хиронобу Сакагути. И если бы не успех четвертой части бесконечного сериала как у себя на родине, так и по ту сторону океана, то, быть может, и не получил бы Такита-сан возможность собрать команду и создать в стенах компании игру своей мечты. И мы бы никогда не получили, пожалуй, самую странную JRPG, сделанную будто наперекор всем шаблонам жанра. Впрочем, ни мы, ни весь западный мир ее все равно не получили, поскольку Life Alive так и осталась узницей японского региона. Как мы позже увидим, у нее не было ни единого шанса официально перебраться через языковой барьер, и никакие эфемерные слухи, на которые ссылался GamePro в статье про лучшие JRPG без локализации, не смогли бы этого изменить. Но что не под силу взрослым дядям в деловых костюмах, по зубам простым фанатам. В итоге справедливость была восстановлена небезызвестной командой переводчиков Aeon Genesis. Дважды. Первая их попытка, датированная аж 2001 годом, была корявой и страшной Аки Смерть, потому они же через некоторое время взялись все исправлять и все переделывать. И уже в 2008 году выпустили перевод, по качеству затыкающий за пояс большинство официальных локализаций, выходивших как до него, так и после. Все-таки пагубная привычка забрасывать материалы и кидать их в стол кучи других порой играет со мной злую шутку. Ведь на прошедшей еще в феврале Nintendo Direct Square Enix, пришедшие к одним только им понятным умозаключениям, решили сделать ремейк игры в стиле Octopath Traveler и выпустить его во всем мире. Это особенно забавно потому, что сам Octopath Traveler был изначально вдохновлен Life Alive, и теперь дедушка пришел забрать причитающееся. Что ж, это было внезапно. Однако, насколько сильно эта горе-компания залезет в задумку оригинальной игры, нам предстоит узнать только в июле и только на Nintendo Switch. Хоть консоль покупай, блин, а они сейчас золотыми стали. Но ближе к теме. Обескураживать Life Alive начинает уже заставки, демонстрирующие то быт пещерных людей, то городские пейзажи, то тренировки пожилого мастера боевых искусств из Китая хрен знает каких лет, то какие-то совсем уж техногенные декорации. И если вы понадеетесь, что с переходом к основному действу игра хотя бы попытается объяснить, как связаны предки людей в набедренных и не только повязках, и роботы из неопределенного, но явно очень далекого будущего, то нет. Она со словами «Вот, наслаждайтесь» выкинет вас на экран выбора одного из 7 персонажей, дав лишь краткие описания тех, за кого предстоит играть. Текс. Хорошее начало, я заинтригован.
И выбрать предстоит не просто главного героя, не просто сюжетную линию или арку в рамках общей истории, а целую, мать ее, JRPG с полноценной завязкой, кульминацией и развязкой, ведущей к титрам и вожделенному The End. Собственно, именно по этой причине я и назвал Life Alive сериалом антологией. По сути, вся игра — это сборник короткометражных JRPG, одни из которых пробегаются за пару вечеров в самом запущенном случае, а другие за полчаса-час. Проходим одну историю, начинаем вторую. Надоела третья, пробуем четвертую. Вот и вся магия. Создатели настолько пытались отделить главы друг от друга во всех смыслах того слова, что даже наняли под каждую историю отдельного художника-иллюстратора, чтобы у игрока и тени мысли не возникло касательно любых возможных связей между ними. Впоследствии разработчикам подсобили еще и сами Eon Genesis, сделав для каждой истории уникальный шрифт, стилистически отражающий ее содержание. Не представляю, сколько работы по изменению ресурсов Рома понадобилось для этого сделать. Но, блин, не по приколу, ведь главы все такие разные, но при этом разные, собрались под одной крышей. И на этот вопрос игра также ответит самым неортодоксальным способом из возможных. Но для начала давайте посмотрим, чьи небольшие жизни нам предстоит прожить. Уморительная история, показывающая веселые и не очень будни пещерного человека по имени Пого и его ручной гориллы с тройной бровью. Поскольку до создания языка еще никто не додумался, все персонажи изъясняются исключительно звуками, жестами и рукоприкладством. И облачками с мыслями, добавляя истории еще один комедийный пласт. Сама завязка проста, как камень на палке. Из соседнего племени, промышляющего человеческими жертвоприношениями некоему злому богу, сбегает жертвенная девушка. И ее находит Пого, который, не спрашивая разрешения у старейшины, обеспечивает ее кровом и едой за счет общины. Что заканчивается для него не самым лучшим образом, ибо недобрые соседи во главе с Заки готовы каждый куст в поисках беглянки прочесать, и своего они точно добьются. История последних дней жизни престарелого мастера боевых искусств, десятилетиями доводившего собственный стиль Синь Шань Цуань до совершенства. Во время одной из тренировок он окончательно признает тот факт, что силы начали покидать его. Потому мастер решает прервать свой аскетический образ жизни в горах и отправиться в путешествие по ближайшим деревням и селам на поиски достойных учеников. И обретение тех, о ком ему придется заботиться, станет отправной точкой для самых тяжелых лишений. Вся глава – одно большое посвящение классическим гонконгским кунг-фу боевикам, потому общий тон повествования даже и примерно не походит на то веселое безобразие, что творилось в доисторической эпохе. Япония периода Бакумацу, который завершает 200-летнюю эпоху Эдо. Главный герой, молодой, но одаренный ниндзя Оборо, получает тайный приказ проникнуть во вражеское поместье, убить его хозяина, заключившего сделку с потусторонними силами в обмен на власть над стороной, и любыми средствами вызволить из темницы некоего политического деятеля. От успеха миссии будет зависеть, достигнет ли в итоге страна восходящего солнца благополучия, или же она утонет в крови нескончаемых войн. Технически, все события главы происходят только на территории поместья, однако это нисколько не умаляет его масштабы. Особняк властолюбивого даймё колоссален, состоит из нескольких пристроек и буквально испещрен скрытыми лазами. К тому же тайный приказ развязывает герою руки в плане использования любых методов в достижении своей цели. В конце концов, не каждый человек на пути опасный враг, и периодически Оборо будет сталкиваться с обычной прислугой, купцами или просто стариками, безвредными, но так или иначе свидетелями, которых Синоби в теории обязан убирать. А может все-таки попытаться спасти это проклятое поместье и обойтись минимальными жертвами? Что забавно, иллюстратором этой главы стал мангака Госё Аояма, создатель детектива Конана. JRPG Western.
Очередная личная глава, рассказывающая историю разбойника Сандауна Кида, похоронившего свое прошлое в глубинах бескрайних прерий и скачущего теперь по пустыне то ли в поисках смерти, то ли в надежде вновь обрести смысл жизни. Да только вот это самое прошлое не торопится расставаться с ним и в лице охотника за головами по прозвищу Mad Dog будет следовать по пятам. И в небольшом городке Success Town, где Кид решит ненадолго остановиться, ему предоставится возможность найти то, что он так долго искал. Самая маленькая, почти филлерная сюжетная линия Life Alive, где основное внимание уделено повествованию, исследованию локаций и в целом передаче эстетики Дикого Запада. А последнее не так-то и просто сделать посредством пошаговой ролевой системы, свойственной для JRPG. Хотя, как мы позже увидим, боевую систему Life Alive можно назвать какой угодно, но только нетипичной. История бойца по имени Масару, поставившего перед собой цель стать сильнейшим из сильнейших. По крайней мере, в своей временной эпохе, которая по хронологии дошла до неопределенных наших дней. Еще один нестандартный взгляд на шаблоны жанра, потому как подается сюжет в стиле аркадных файтингов. Вы выбираете себе одного из 6 оппонентов, происходит обмен любезностями и начинается махач. Победили всех 6, на сцену выходит самый плохой оппонент, происходит обмен любезностями, начинается махач. Хоть стилистически глава и пытается ссылаться на произведения вроде Кровавого спорта или Бойца Баки, но из-за общей повествовательной бедности это практически незаметно. Теперь мы движемся в будущее и наблюдаем за заключениями Акиры, подростка с тяжелым прошлым, буйным нравом и целой россыпью психокинетических способностей, которые пригодятся ему как для социального, так и для боевого взаимодействия с окружающими. В городе орудует банда похитителей, именующих себя крестоносцами, и в обмен на заложников, не требующих ни денег, ни драгоценностей. Те, кого они утащили с собой, просто исчезают с лица земли. И главному герою предстоит выяснить, зачем простой уличной шпане нужно столько местных жителей и какая внешняя сила скрывается за похищениями. История Акиры – одна из наиболее сбалансированных глав в игре, где в равной степени много и сражений, и исследований локаций, и сюжетных перипетий. Ну и какое будущее сможет обойтись без огромного боевого человекоподобного робота, сминающего военную технику в лепешку? Мир далекого будущего же предстает перед нами в виде космического корабля Cogito Ergo Sum, перевозящего опасный груз. Что случается, когда команда экипажа забывает о сплоченности, столь нужной посреди космической пустоты, где, как известно, никто не услышит ваш крик, и позволяет унести себя вихрю простых человеческих страстей? Это и далеко не только это предстоит узнать маленькому роботу-компаньону Кубику, творению бортового механика Като, пытавшегося на время перелета занять себя хоть чем-нибудь интересным. Ну что ж, это интересное настанет для него и для всей команды очень скоро, и в худшем сценарии из возможных. История Кубика вдохновлена научно-фантастическими ужасами вроде Чужого, потому большую часть времени герой просто взаимодействует с постепенно редеющей командой корабля и старается помочь тем, чей разум еще не переступил через порог безумия. И хотя маленький робот может за себя немного постоять, сделать что-либо с колоссальным чудищем, разрывающим на куски взрослых мужчин, он по понятным причинам не может. Так что вместо боевой системы у него система Даниэля из Амнезии. Не попадаться злобной буке на глаза и выживать всеми правдами и неправдами. Таков основной ассортимент действующих лиц. Просто случайные герои, никак не связанных между собой и нередко очень личных историй. Может, они все даже и не из одного общего мира, но на такие каверзные вопросы игра и вовсе предпочитает не отвечать. Тем не менее, логически друг с другом сюжеты связываются именно тем, как они проходятся. Благо здешняя боевая система отличается хоть какой-то стабильностью, на которую реально опереться. Сражение в Life Alive мало похоже на классическое противостояние стенка на стенку, свойственное многим JRPG от Square, и больше напоминает настольные игры. Есть шахматная доска 7 на 7, есть ваши подопечные, занимающие по одной клетке каждый, кроме двух случаев обратного. И есть недоброжелатели, чьи габариты варьируются от все той же одной клетки до доброй трети поля.
Задача — либо уложить всех плохих парней и не прилечь в процессе самому, либо сверкнуть пятками и избежать лишнего кровопролития. Хоть игра и пытается немного заигрывать с динамикой экшен-РПГ, позволяя свободно передвигаться по полю брани и продумывать собственную стратегию, на деле же она остается исконно пошаговой. Пока участники событий стоят на месте и строят друг другу глазки, статичным остается и время. Однако перемещение, разворот на месте и передача хода продвигают часики немного вперед. А вот арсенал приемов у персонажей прям очень сжатый. В игре нет даже такой базовой опции, как атака. И все действо строится на использовании способностей и редких предметов, что удается добыть по ходу сюжета. Приемы варьируются от обычных «дать в жбан» и «дать в жбан с особой злобой» до вокальных армагеддонов, от которых плохо становится всем в округе. Что-то простенькое используется сразу после выбора, что-то покруче требует время на подзарядку, за которое персонаж вынужден просто стоять на месте и надеяться, что цель не успеет покинуть область действия приема. Да, создатели добавили к перемещению по арене еще один важный фактор — зону поражения. Причем она не ограничивается простым разделением на одиночные и массовые атаки. Какие-то способности бьют по горизонтали и вертикали, какие-то по диагонали, какие-то только вплотную, какие-то на расстоянии, но только не вплотную. Но и это еще не все. Игра даже учитывает пространство между участниками потасовки. Проще говоря, одни приемы достигают цели через препятствие, другие застревают в первом враге на линии действия способности, а третьи просто прожигают всю линию на вылет. Некоторые техники, не только ваши, но и вражеские, могут даже на саму боевую арену повлиять, сделав так, чтобы пол жарил всем ступни, бил током и так далее. Что же до поддержания персонажей в жизнеспособном состоянии, то Life Alive сделано максимально дружелюбно. Падшие доброхоты возрождаются по окончании боя, а здоровье восстанавливается автоматически. Серьезно, тут даже нет никакой маны или ее аналогов, которые бы как-то ограничивали героев в использовании особенно брутальных техник. Единственным тормозом, до поры до времени придерживающим самые крутые способности, остается прокачка. Но, во-первых, не во всех главах она в принципе существует, а во-вторых, 20 уровня развития оказывается достаточно для того, чтобы пройти вообще все. О какой прокачке тут может быть разговор? Справедливости ради, из-за скукоживания всей ролевой системы с силой, сравнимой со сжатием JPEG на единички, неожиданно большое значение приобретают параметры персонажей — сила, интеллект и так далее. Эффективность многих способностей привязаны к определенным характеристикам, и если как-то на них влиять, то можно дополнительно улучшить или ухудшить боевые качества героя. Как влиять, спросите вы? В основном экипировкой, у которой в комплекте с базовой защитой зачастую идет еще тьма эффектов. Ну а если знать, как добываются секретные предметы экипировки, то игровой баланс может спокойно покинуть заведение. Я искренне охреневаю с того, сколько же сюрпризов и приятных мелочей запихали авторы в этот и без того небольшой сборник таких же маленьких историй. Одну только главу Ниндзи Обуро можно наворачивать по кругу днями напролет, просто чтобы узнать, как пройти ее совсем без убийств, с убийством всех, с убийством опциональных боссов и с открытием секретного персонажа. Или, например, в истории безобидного кубика, где даже сражений нет. Ну, кроме битвы с боссом. Вам все равно дадут возможность освоиться в местной боевой системе благодаря мини-игре, встроенной в аркадный автомат. И даже пройти ее и получить финальные титры в мини-игре внутри игры. Да тут сам экзибит напряжется. Кстати, про освоение я не придумал, так как сам начинал первое прохождение игры именно с кубика. И этот проклятый автомат так натренировал меня, что я с боевой системой Life Alive до самого конца больше никаких проблем не испытывал. Впрочем, без инструкции под боком найти подавляющее большинство игровых секретов, по-моему, в принципе невозможно. История Пого — наглядный тому пример. В одной из локаций можно заметить камень, похожий на лицо. Если потыкать его ровно 100 раз, где-то откроется проход в секретную комнату, и там вас будет ждать черный монолит, который потребует от героя какой-то предмет из инвентаря. Те, кто смотрел «Космическую Одиссею», поскрипев немного мозгами, скорее всего догадаются, что именно нужно поднести обелиску. Если до этого додумаются нажать на чертов камень чертову 100 раз, а с этим никакой доисторический нюх не поможет.
Кстати, я же совсем забыл рассказать о том, как все эти разносторонние главы играются. Ведь даже в обычном взаимодействии с миром они получились по-своему уникальными и не похожими друг на друга. Истории Life Alive вообще примечательны тем, что они либо убирают из жанра то, что там должно быть по определению, либо приваривают что-то ему несвойственное. Пого из Земли до начала времен, например, обладает удивительно чутким носом, которым он и людей друг от друга отличает, и различную питательную живность выслеживает. С последними тут особенно интересно, поскольку хоть в главе и нет случайных сражений, монстры изначально невидимы, и благодаря нюху Пого их можно на мгновение явить. Нос всему голова, как говорится. Мастер Синь Шань Цюань, в свою очередь, стартует уже прокачанным до 10 уровня и с целой кучей смертоносных приемов. Да вот беда, он завис в этом состоянии навечно и не может получать опыт за сражение. В итоге его задача передать свое мастерство, то есть способности, ученикам, дабы те однажды превзошли его. И это не просто повествовательная функция. Мы действительно вызываем на бой тех гладранцев, которых нашли во время блуждания по окрестным землям, и применяем на них те приемы, которые и хотим вдолбить в них. Эдакое JRPG наоборот. И постепенное увядание главного героя тоже будет ощущаться за счет возрастающей сложности главы, когда он, оставаясь всегда 10 уровня, начнет банально не вывозить ни по урону, ни по количеству здоровья. Внимание! Дальше будет небольшой спойлер. А еще глава удивительно простым, но эффективным образом манипулирует игроком. В середине истории происходит поворотный момент, когда на школу мастера в его отсутствие нападают бандиты и убивают всех его учеников, кроме одного. Мало того, что момент сам по себе внезапный, так он еще и не дает практически никакого намека на то, что на него можно было повлиять. Но когда начинаешь главу перепроходить, замечаешь, что в момент рокового события выживает не какой-то сюжетно обоснованный или просто случайный ученик, а тот, которому вы на тренировках уделяли больше всего внимания. То есть, если в первый раз внезапный сюжетный поворот просто ошарашивал, то при повторном прохождении главы вам придется уже самим решать, кому из учеников суждено выжить, а кому умереть. Жестоко? Да. Действенно? Еще как. Глава Обуро из Японии мало того, что сама по себе выполнена в лучших традициях стелс-игр, так она дает еще и огромное пространство для перепрохождения за счет разных путей достижения цели и какого-то поистине неадекватного количества опционального контента. Герой даже может дезертировать с миссии и таким образом получить еще один исход для этой истории, хоть он и будет классифицироваться игрой как Game Over. Ну а в геймплейном эквиваленте уникальность Обуро выражена в мантии невидимки, с помощью которой он может прятаться от неприятельского взора и прокрадываться через врагов, не поднимая лишнего шума. Sundown Kid же — это гонка со временем, где вам в паре с Мэд Догом, пошедшим на краткое перемирие, нужно в быстром темпе исследовать весь Success Town и подготовиться ко встрече с бандой головорезов, очень недовольных нашим самоуправством в городе. То есть, с помощью местных жителей расставить повсюду ловушки, которые помогут толпу бандитов значительно проредить. Ну а можно не заморачиваться с этим и встретиться с бандой Оудио в полном составе, получив одну из самых горячих битв с боссом в игре. Даже Масару, герой истории, в которой даже сюжет толком-то и нет, отличился интересным подходом. Хоть он и не может набирать уровни за победу на ринге, баланс, все дела, зато он, как синий маг какой-то, обучается уникальным способностям оппонентов после того, как испытает их на себе. А поскольку вся глава Масару — это марафон боссов, к получению и своевременному применению техник приходится подходить даже еще более тактически, чем в среднем по игре. Акира же, как и положено психокинетикам, умеет читать мысли своих собеседников, чем открывает еще одну плоскость для взаимодействия с ними. Мало просто поговорить со всеми подряд, чтобы пройти дальше. Надо еще узнать, что у них на уме. Этим, правда, игра очень любит злоупотреблять, регулярно вынуждая бегать кругами и искать самого важного персонажа, который, протолкнет своей репликой или мыслью сюжет вперед. Кстати, когда Акира доберется до места, где держат всех похищенных людей, ну а вернее то, что от них осталось после опытов, он может попытаться прочитать их мысли. И... Об уникальных чертах истории Кубика я уже рассказывал.
чисто повествовательная глава, в которой от вас требуется не сражаться, а следить за продвижением сюжета, в редкие моменты применять по назначению квестовые предметы и вводить правильные ответы. И делать ноги, когда на горизонте замаячит что-то недоброе. В общем, этакая маленькая адвенчура, но со своим уникальным шармом. И с хардкорным игровым автоматом, за скобки которого авторы словно вынесли всю боевую систему главы. И на этом все. Эх, если бы Life Alive была настолько проста, мы бы о ней сейчас, скорее всего, не говорили. После прохождения всех 7 глав откроется 8-я, King of Demons, рассказывающая о рыцаре Эрстеде и придворном маге Стрейбл, двух друзьях из королевства Лукреция, которые должны отправиться в логово демона, чтобы спасти принцессу. Да еще и впервые за всю игру здесь появляются честные случайные сражения. Такую фабулу даже клишированной называть большое клише. Однако ведь не просто так именно эта глава была недоступна столько времени. Вот только я не знаю, как описать ее без спойлеров. Если кратко, то этот поезд шаблонного фэнтезийного приключения сорвется с рельс, пронесется через все круги ада и в конечном итоге приземлится в такой глубокой жопе, что без помощи совместных усилий вообще всех главных героев тут никак не обойтись. С чем им поможет еще одна глава, на сей раз уже 100% финальная. Но и противник им будет подстать. Древний, как само человечество, незримый, неосязаемый и непобедимый даже на уровне идеи. И все же, его можно заставить отступить. И это лучшее, что смогут сделать герои даже полным составом. В конце концов, Life Alive — это история лишений, порой чудовищных лишений. Потерять дом, потерять друзей, потерять будущее, потерять волю к жизни, потерять человечность. И каждый герой преодолевает лишения по-своему. Впрочем, заключительная глава интересна и сама по себе, как минимум тем, что в ней практически нет сюжета. По сути, все важные слова уже были сказаны, а все значимые дела сделаны, и остается только поставить жирную точку в этой истории. В теории вы можете хоть сразу к злодею в гости наведаться, если быстро поймете, как открыть к нему путь. Но по понятным причинам ничего противопоставить ему не сможете. Потому сначала придется исследовать странный и сюрреалистичный мир, в который вляпались герои, и поискать более весомые аргументы в общении с ним. Ну и тут начинается бенефис уникальных талантов каждого персонажа. Благо им всем заготовлены такие же уникальные испытания. А если душа просит крови, то можно вообще выбрать сторону злодея, который в финальной главе тоже будет доступен как обычный играбельный персонаж. Понятное дело, что с ним, да под вашим чутким руководством, у всех прочих доброхотов не будет ни единого шанса. Но как же приятно порой бывает побыть плохим. Ну серьезно, возможность сыграть за финальных боссов всех предыдущих глав и поочередно надрать задницы тем, за кого мы все эти главы по-честному страдали. Чем не подарок? Да, погорячился. Но в чем Life Alive действительно не знает меры, так это в зашкаливающем количестве дичи. Жирный такой, прям наваристый. То за героями любвеобильная бабка гоняться начнет, то Акира станет унитазным лордом, принимающим подношение в виде женского белья и использующим его в качестве экипировки, то мастер боевых искусств получит заманчивое предложение пощупать пышные булочки, пусть и не на камеру. Локальные вспышки отборного бреда происходят почти по всей площади игры, и лишь горстка сценариев может похвастаться полным его отсутствием. Глава неандертальца – одна из причин, по которой Life Alive, как мне казалось, была обречена остаться в Японии навечно. Пердежные шутки, использование, простите, каловых масс в качестве гранаты. Ой, где-то я это уже видел. Доисторический стриптиз, постоянные секс-намеки. Это все мелочи на фоне Заки, который носит на причинном месте живую ящерицу и периодически пускает ее в ход, используя в качестве оружия. Ну и сюжетная линия Кида тоже не добавляла игре шансов попасть за рубеж из-за того, что герои в ней лечатся сигарами и всем, что горит. Не хотел бы я увидеть то, как Кид и Мэд Дог будут заедать увечья чупа-чупсами и запивать содовой. Ну и да. Кид тоже не прочь будет покопаться в женском нижнем белье, ведь это на благо города. И своего рода нитью через все истории проходит некий паренек Ватанабе, раз за разом теряющий отца. И хотя в сюжете Акиры он оказывается хоть немного связан с основным сюжетом, где-либо еще он просто повторяющаяся шутка от разработчиков. Очень жестокая
Шутка. Впрочем, я все-таки найду, за что игру можно поругать. В частности, за графику, которая даже по меркам 94 года выглядит смехотворно и напоминает об RPG Maker в самых халтурных его проявлениях. Спрайты персонажей с муравья размером, обстановка, квадратные локации с редким вкраплением деталей. В общем, игра будет стараться всеми силами испортить первое впечатление. Хотя, конечно, не все так страшно, и в движении Life Alive смотрится куда сочнее. Чтобы компенсировать собственную анимационную бедность, спрайты скачут по экрану аки-блошки и постоянно взаимодействуют друг с другом. Уж воображение потом этот недостаток кадров анимации и всей графики в целом восполнит без проблем. Но хоть с графикой в целом разработчики конкретно так продешевили, на проработке боевого режима они экономить не стали. Враги, например, прорисованы спереди и сзади, чем активно любят щегольнуть, пусть и оставаясь такими же картонками, какими они были в серии Final Fantasy до 6 части включительно. Зато основная братья протагонистов получила сразу несколько видов стойки, меняющиеся в зависимости от тяжести полученных увечий, и парочку анимаций для атак. В рамках крайне сжатого визуального наполнения всей игры даже это большое достижение. Еще одна особенность Life Alive, от которой мне порой хотелось перегрызть провод геймпада, тут практически все скрипты завернуты в такой узел, что пару раз вы уж точно потеряетесь и отправитесь листать прохождение. Это простительно главе Кубика, потому что вся его история находится в опасной близости от интерактивной новеллы, где достаточно просто внимательно следить за текстом и запоминать, где что находится. Но история Акиры... Забыли с кем-то поговорить? Сюжет встрял. Забыли прочитать чьи-то мысли? Сюжет встрял. Не поняли, что делать дальше? Сюжет встрял. Опять забыли с кем-то поговорить? Сюжет встрял. Вся история недалекого будущего – апофеоз странных геймдизайнерских решений. Как получить новую экипировку? Отдать старую на растерзание безумному доктору, который либо сделает из нее что-то получше, либо не сделает ничего. Зависит от удачи. Без баловства с сохранениями и ускорением эмуляции тут битый час можно просидеть, просто добиваясь от фортуны хоть какого-то расположения. Никакого геймплея, просто подбрасывание монетки. Прокачивается герой стабильно после каждого третьего сражения на карте мира, ассортимент врагов меняется с каждым левелапом, здоровье робота можно прокачать только с помощью запчастей, которые случайно выпадают из поверженных врагов, экипировку и расходники для последующего улучшения тоже надо выбивать. В общем, все не как у людей. Не менее спорно дела обстоят и с боевой системой, а если точнее, с тем, какая роль ей оказалась уготована во всем разнообразии игровых ситуаций Life Alive. При неплохой в целом проработанности она за все крохотные сценарии едва успевает хоть как-то себя проявить, превращаясь из полноценной игровой механики в затычку, призванную слегка замедлить игрока в продвижении по сюжету. Одних только изменений статуса наплодили прилично, начиная аж с 3 видов паралича, перелом рук и ног, блокирующий атаки руками и ногами соответственно, и собственно сам паралич, и заканчивая алкогольным опьянением, возникающим, например, из-за слишком рьяного самолечения бухлом. Способности персонажей — это целая паутина многоходовочек. То, что они зависят от параметров героев, мы уже знаем, но приемы и сами могут влиять на характеристики, на пару ходов ослабляя или усиливая цель, или даже того, кто прием использовал. Некоторые особо гадкие способности могут даже прокачку вытягивать, на время превращая какого-нибудь силача в мальчика для битья, отлетающего с пары-тройки ударов. С другой стороны, может и хорошо, что Нобуюки Иноуэ, работавший над боевой системой, не стал переусложнять ее до хардкорного состояния, особенно учитывая то, насколько Life Alive ориентирована на сюжет. Как бы странно это ни звучало в адрес игры антологии. Если это имя кажется вам знакомым, то Иноуэ впоследствии работал над сюжетом Legend of Mana, тоже далеко не самой типичной игры в повествовательном плане, да и не только в нем. В общем, дядька весьма интересный, и нам определенно стоит поговорить о его игровом наследии в будущем. Ну и куда без отсылок к поп-культуре и истории в целом. Таковых в Life Alive настолько много, что их разбору можно целый отдельный материал посвятить. Но давайте прокатимся по культурным тычкам от разработчиков автостопом, чтобы просто оценить масштабы. Да и не во всех отсылках я смогу признать отсылки сам. Секретный черный монолит, которому надо поднести кость в главе неандертальца, очевидная космическая одиссея Стэнли Кубрика.
Толстячок Саммо Хака из главы Мастера боевых искусств основан на актере Саммо Хунге, а Юань Джоу может быть основан тогда на Юэне Бяо. Жаль, что Ли Кьюга не укладывается в этот треугольник и вряд ли основана на Джеки Чане. Ей больше подходит Кара Хуэй или Джен Пэй Пэй. Роботы и всякие механические ловушки из истории Оборо основаны на кукловых Каракури. А политик, которого нам надо спасти из заточения, это Рёма Сакамото собственной персоной. Персонажи истории про Дикий Запад вобрали в себя целую россыпь шаблонов из вестернов. А главный герой Сандаун Кид мало того, что своим именем отсылается на реально существовавшего бандита Санденс Кида, так еще и внешне чуть ли не срисован с персонажей Клинта Иствуда. Даже когда герои побеждают главного плохого парня главы, и тот внезапно превращается в коня, не просто очередная японская упоротость, а отсылка к истории США, когда по итогу сражения между кавалерийским полком и союзом индейских племен от первого в живых осталась одна лишь лошадь. Глава Масару отсылает к Street Fighter 2 как интерфейсом, так и музыкой. Но и все бойцы тоже с кого-нибудь слизаны. Макс Морган, Халк Хоган, Джеки Яукея, Кертис Яукея и так далее. Музыкальная тема короля Бурики из главы Акиры просто пропитана атмосферой старых меха-аниме. А вот на каком известнейшем японском произведении основан сам Акира, я не скажу и оставлю главной тайной этого обзора. История Кубика вдохновлена фильмом «Чужой» и опять же космической Одиссеей Кубрика. Кубик. Нет, ну это уже точно совпадение. Ну а опасный груз на борту корабля — это Бегемот, прибывший прямиком из флагманской JRPG серии Квадратов. Но вернемся к тому, с чего этот обзор начался. К музыке. Ведь без нее мое знакомство с 7 историями о жизни и ненависти, если бы и состоялось, то значительно позже. Может, как раз в этом году по случаю анонса ремейка. За саундтрек отвечала уже в 1000-й раз мною упоминаемая Йоко Симамура, для которой Life Alive стала первой работой после ее перехода из Capcom в Square. И я не знаю, что еще могу добавить ко всем песням любви, спетым мною везде, где она упоминалась. Это Симамура, значит это роскошно, вне зависимости от аппаратных ограничений и несовершенств старого железа. Но я попробую. Композитор взял идею о приключениях не похожих друг на друга героев из разных временных периодов в охапку и подошел к созданию музыки для каждой сюжетной линии, как к созданию маленьких саундтреков для таких же маленьких игр, и дополнительно связывающих этот сборник разношерстных приключений в единую структуру. Последним относится, например, тема босса «Мегаломания». Культовый трек, еще задолго до выхода Undertale с ее мегаломанией, ставший в разы известнее самой игры. Но важно то, какими именно эти микросаундтреки получились. Где-то выбор жанра был продиктован тематикой главы и ее сеттингом, а там, где такой жесткой привязки не было, Симамура либо придумала что-то свое, либо обратилась за вдохновением к своим более ранним сочинениям. Та же глава Полу, казалось бы, обязывает использовать какие-нибудь первобытные перкуссии для передачи атмосферы. Но вместо этого мы получили такой JRPG-шный позитивчик, а боевая тема и вовсе решила показать доисторическую самбу. Зато история ковбоя, но прям чистый и непорочный вестерн с гитарами и духовыми.
и прочие колоритные главы тоже получили по набору национальных инструментов. В истории Обуро из Японии звучит много сямисена. Глава мастера боевых искусств проходит под звуки ди, китайской флейты. Не менее интересен подход к музыке в главе Кубика. Если не считать два трека из аркадной игры, отдающих дань чиптюну, то в истории робота есть всего одна композиция – тема тревоги. Однако за счет включения и отключения разных звуковых каналов у аудиосистемы SNES разработчики создали несколько ее вариаций, либо оставляя от трека одни очертания, либо вжимая тапку в пол для создания максимального дискомфорта. Аналогично работает и одна композиция в главе Кида, которую в баре играет трио музыкантов. Если кого-то из исполнителей отправить помогать с установкой ловушек в городе, то музыка на фоне тоже немного обеднеет. Ну и, конечно, главный злодей, чье появление на экране всегда сопровождается громогласными звуками органа, который сначала просто нагнетает обстановку, а к финальному сражению превращается в какой-то симфонический рок. А если в последней конфронтации погибнуть и получить таким образом наихудшую концовку, либо инициировать ее самостоятельно, сыграв за злодея в конце, то вам этого органа столько навалит, что глаза невольно сами намокнут от всего могущества его звучания, которое даже границы возможностей SNES не в силах умолить. Единственная моя претензия касается только звуковых эффектов. Иногда они на ровном месте решают изнасиловать вам уши. Но даже несмотря на свой культовый статус, игра за все время получила буквально парочку профильных альбомов с аранжировками. Да и те еще попробуй найди, так как выходили они только на комикетах в Японии и большими тиражами не отличались. Все прочее многообразие музыки оказалось ровным слоем размазано по многочисленным альбомам-сборникам, выпускаемым как самими Square Enix, так и не в меру творческими любителями. В основном, конечно, все предпочитают каверить Мегаломанию, и с количеством аранжировок с ней может посоревноваться только тема Короля Бурики. Но и за пределами этих двух шлягеров найдется немало крутого. Перебирать каждую единичную аранжировку смысла не вижу, однако все же не могу не упомянуть оркестровый альбом Драматика, для которого Йоко Симамура вернулась к аранжировке своих старых работ. От Life Alive в нем всего два трека. Тема мастера боевых искусств и тема Эрстеда. И как же они хороши. И если первый трек по большей части просто отдает дань уважения снесовской классике, то тема Эрстеда, восьмой и наиболее эмоциональной и тяжелой истории, демонстрирует подлинное мастерство музыкальной драматургии. За почти 6 минут своего звучания рассказывает целую историю.
Но самый интересный и забавный случай любительского творчества – фанатская игра, воссоздающая Life Alive на RPG Maker 2003, но заменяющая всех действующих лиц на девочек из Toho. И когда я говорю «воссоздающая на RPG Maker», я имею в виду не простое сходство некоторых элементов интерфейса или идей боевой системы, а полное, их копирование. Серьезно, если бы не слишком высокое по меркам SNES разрешение, то игру вполне можно было бы принять за ром-хак. Настолько достоверно она повторяет своего вдохновителя. Даже музыку взяли из оригинала, хоть и модифицировали ее по ходу дела и разбавили треками из других игр. Я даже не знаю, как описать столь внезапный кроссовер. Это пародия? Это оммаж? Или же это просто вольная фантазия на тему событий оригинала? Мол, что было бы, если бы все персонажи из Life Alive внезапно стали шмаподевочками? Пожалуй, все из перечисленного. Какие-то сюжеты повторяют истории 7 героев из Life Alive почти слово в слово и только меняют тон на более комедийный. Вот, но не получается у Черно штангу тягать. Какие-то берут за основу те или иные идеи и начинают рассказывать что-то свое, а третьи вообще пытаются претендовать на продолжение оригинальной истории. Плюс ко всему разработчики неплохо так поиграли с ожиданиями тех, кто знает Life Alive каждый угол. Например, был в главе Кубика игровой автомат, позволяющий сыграть в мини-игру Captain Square за одноименного героя, сражающегося со всякой космической несуразностью. Что предлагает этот же автомат в Toho Alive? Игру Working Cube, где мы будем играть за Кубика. И это Сокобан. Зато если его пройти целиком, появятся титры, в которых можно будет увидеть, что за дизайн главного героя отвечал некий Като, то есть механик Като, создавший Кубика в Life Alive. Ну и да, мы же ведь говорим об игре с персонажами из вселенной Toho. А чем она известна? Правильно, шмапами, где делают больно. И вот именно это самое больно авторы воссоздали в Toho Alive, задрав ее сложность на границу того, что можно назвать адекватно играбельным. Неприлично мощные атаки, убивающие с одного попадания, приемы массового поражения, от которых нигде не спрятаться, техники, накладывающие смерть без права на второй шанс. Все орудия пыток в сборе. Разумеется, в том числе тут есть супербоссы и многочисленные секреты, которые, если и получится найти самостоятельно, то только по чистой случайности. Но с другой стороны, ведь не этого ли более всего хотелось бы увидеть тем, кто уже наигрался в Life Alive до отрыжки и хочет примерно того же, но посложнее и с новыми секретами. И Toho Alive дает это с лихвой, предлагая прожить новые истории в знакомом окружении, поискать отсылки, обнаружить сходства и отличия. Да и те, кто ее создавал, оригинал явно очень любили, делая реверансы в его сторону по случаю и без. Игра вообще поражает размахом. По количеству контента и уровню проработки она не дотягивает до своего вдохновителя прям самую малость, что для любительской работы от увлеченных фанатов, дожившей до релиза, уже само по себе огромное достижение. На этом теперь у меня точно все. Таким получился этот странный сборник историй, вознамерившийся исследовать границы жанра JRPG и найти новые пути для его развития. Подопытная свинка, на которой команда Такаси Токиты испробовала все, что показалось ей интересным. Убрать случайные сражения, вернуть случайные сражения, ввести механику скрытности, сделать ограничения по времени, добавить нелинейность, сделать несколько концовок, разрешить сыграть за финального босса, придумать оригинальную боевую систему на стыке пошаговых и экшен RPG, убрать боевую систему, убрать все остальное, кроме боевой системы, придумать реверсивную прокачку, где развивается проигравший, убрать диалоги, добавить еще одну плоскость диалогов через чтение мыслей. Life Alive — это целый поток геймдизайнерских идей, пробовавшие самые разные решения. И часть из них вполне можно было развить во что-то самостоятельное. Но при этом игра ухитряется быть не только бенефисом 1001 механики для тестирования на покупателях, но и самостоятельным и на удивление сфокусированным произведением, рассказывающим далеко не самые скучные истории, наполненные юмором, жестокостью, трагедией и отборной японской дичью. Life Alive можно сравнить с приемом психоделиков. Когда трип идет нормально, тебе хорошо и приятно, пусть и немного странно. Но стоит свернуть немного не туда и развернуться врата в ад потемок человеческой души. 7 историй о жизни и ненависти,
которые стоит прожить. Кстати, а банка джема ведь того скатилась. В смысле, я завел страничку канала на сервисе Boosty, где желающие могут символически поддержать это безобразие и левелапнуть мне мотивацию. Правда, я пока не придумал, какими такими плюшками я могу вас одаривать за такой альтруизм, но в процессе что-нибудь, надеюсь, соображу. А пока отдельно скажу спасибо первым меценатам: Александру Климову, Павлу Василевичу и Щепычу. Вы классные ребята, всем отправляю виртуальные сердечки. Ну а пока...